Ясу, дорогие друзья! Мы приехали в самую солнечную и самую островную страну Европы. А точнее в город, в котором творили Платон, Сократ, Аристотель. Город, который назван в честь богини мудрости. Мы в Афинах! У нас тут не Афины, но... Ну, мы в Афины приедем, да. Ну, а пока мы еще не начали, не забудьте подписаться на наш канал. Поехали! Что мы знаем о столице Греции? Возможно, вы удивитесь, но у нас с вами не так много информации. Еще со школьных лет мы помним, что в Афинах стоит Акрополь с его красивым и величественным Парфеноном, который построили очень давно древние греки. Ну вот, я думаю, и все. В этом все наши знания про Афины. Так что давайте отправимся в удивительное путешествие от настоящего древнегреческого Акрополя к современным улицам Афин. Когда приезжаешь в Афины, самое главное место, которое нужно посетить, это Акрополь. Туда сейчас мы и пойдем. Акрополь – символ и гордость Афин. Сквозь века Акрополь пережил многое – войны, славные дни и трудные времена. Но даже находясь в полуразрушенном состоянии, он производит незабываемые впечатления. Сразу при входе в Акрополь вы попадаете в место, где расположены останки статуй, которые использовались для украшения театра Диониса. Здесь остались только небольшие фрагменты, и, насколько я понял, это не оригинальные статуи, а их реплики, так как оригинальные статуи хранятся в музее. Мы хотели вам снять видео про Акрополь, но дело в том, что, во-первых, сюда нельзя принести дрон, у нас его забрали, а потом еще увидели, что мы включили микрофоны, и такие говорят: нет, все, выключайте, все, убирайте, потому что вас типа заберут, и тут, короче, тут нельзя снимать. Но что-то, да, мы расскажем. Дам вам небольшой совет. Не повторяйте нашу ошибку. Не идите сюда в обеденное время, а подождите, пока солнце немного спадет, но помните, что Акрополь работает до 7 вечера. Итак, ребята, это у нас Одеон Герода Аттика, это античный театр. Он до сих пор функционирует, и вот сейчас мы прям наблюдаем, как ставят какую-то площадку, ставят какую-то музыку, видимо, тут будет концерт. Одеон Герода Аттика. Почему он так называется? Все просто. Его построил Герод Аттик, греческий философ, в честь своей жены. А Одеоном в древних Афинах называли здание, которое предназначалось для проведения музыкальных мероприятий. Кстати, Одеон часто путают с театром Диониса, который располагается недалеко. Проходим сквозь толпы туристов и видим его. Парфенон – великолепное сооружение, которое было построено в период величайшего расцвета греческой империи и в честь богини мудрости Афины.
Парфенон обычно называют храмом, но изначально он имел гораздо больше целей. За время своего существования Парфенон использовался в качестве православного храма, мусульманской мечети и порохового склада турецкой крепости. Он противостоял многим вещам на протяжении 2000 лет своей истории. Но в 1687 году венецианцы обстреляли здание из пороха. Парфенон загорелся, и большая его часть разрушилась. Из-за того, что греки очень любят все такое яркое и разноцветное, в древние времена плиты на крыше этого храма были разноцветные, такие яркие-яркие. Но со временем из-за палящего солнца, ветров, это все выгорело. Это все выгорело. В тени славы Парфенона притаилось еще одно священное место – храм Эрехтеен. Само здание состоит из двух храмов. Один посвящен богине мудрости Афине, а другой – повелителю морей, землетрясений и бурь Посейдону. Согласно древнегреческому мифу, богиня вела с Посейдоном жестокие споры о том, кто будет править и властвовать в Афинах. И первый царь Афин, решая спор, сказал выбрать покровителем того, кто преподнесет жителям Афин ценный подарок. Посейдон в гневе ударил по скале трезубцем, и появился источник соленой воды. А Афина ударила копьем, и сквозь камни пробилось оливковое дерево, полностью усыпанное плодами. Горожане подумали и отдали свои голоса Афине, а на том месте, где произошел спор, и был построен Эрехтеен. Оливковое дерево у храма растет и сегодня. Правда, посадили его уже не древнегреческие боги, а реставраторы в начале 20 века. А теперь перенесемся в современные Афины и увидим, как эта удивительная столица сочетает в себе древность и современность. Когда мы только готовились поехать в Грецию, с Сашей начитались информацию, что здесь просто такой срач, такая грязь. Короче, бомжи-наркоманы, тут все типа в граффити разрисовано, все в мусоре, да, уже ехали, думаю, боже что мой, куда мы вообще едем? Я не знаю, кто такое писал, кто такое снимал. По крайней мере, мы здесь уже 2 дня, и никакого мусора, никакого срача, ничего такого мы не видели. Да, город расписан в граффити, много разных зданий, которые в неопрятном виде, но все-таки страна очень много лет в кризисе. Видимо, нет денег их отреставрировать. Вот, как раз есть такой райончик. В общем, сейчас мы покажем Грецию, какая она есть, Афины точнее. Здесь не только величественные здания и древние памятники, но и уголки, где видна реальная жизнь современного мегаполиса. Важно отметить, что несмотря на множество граффити, улицы города остаются чистыми и ухоженными. Если вы приезжаете в Афины, то надо обязательно посетить один из самых крупнейших рынков города. Этот рынок называется Монастираки. И находится на площади Монастираки. Очень удобно, что тут прям рядышком есть метро. Да.
Прямо на площади. Прямо на площади. Ну что, идем смотреть какой-то рынок. Кстати, забыла сказать, здесь по выходным открывается барахолка, и можно найти прям очень классный антиквариат. Вот. И не забывайте торговаться. На греческом обязательно. Не-не. Рынок Монастираки – настоящий рай для любителей шопинга. Здесь вы найдете все – сувениры, украшения, винтажные находки и многое другое. Здесь бурлит жизнь в любое время дня и ночи. На рынке можно найти одно кафе. Это просто какое-то сказочное кафе. Вот мы его видим, я про него читала, и у нас была цель его найти. Афины – город контрастов, где справа заброшенное здание, а слева невероятно красивое кафе. Тут ты уходишь от реальности и погружаешься в волшебный мир. Это сказочное кафе Little Cook. Вы только посмотрите, как здесь красиво! Кстати, дизайн кафе меняется в зависимости от времени года или праздника. Мы попали в период сказки «Алиса в стране чудес». В меню только десерты и напитки. Это самый настоящий рай для сладкоежек. Ну что, возвращаемся в реальность и продолжаем знакомиться с Афинами. Библиотека Адриана. Комплекс библиотеки был построен римским императором Адрианом. Он являлся ценителем греческой культуры и одним из первых начал носить бороду, как и греческие философы. Поэтому хотел создать спокойное место около суматошного базара, место для раздумий и духовного отдыха. Тут хранились не только книги, это был большой культурный центр. Помимо читательных залов было несколько лекционных, театр и красивый сад со статуями. Она существовала на протяжении 130 лет, пока ее не разрушили и не ограбили римляне, которые превратили сооружение в часть оборонительной стены. Позже в центре двора были построены 3 христианские церкви, а после их разрушения несколько базилик. Потом в период оккупации турками тут был центр торговли, а еще позже на территории размещались королевские казармы. Во времена римского завоевания Греции в центре Афин была построена римская агора. Здесь собирались торговцы и покупатели со всех городов. В нашем понимании это был торговый центр. Самая знаменитая постройка агоры – Башня ветров. Это место, где наблюдали за временем и погодой. Гуляя по городу, обязательно придите на площадь Синтагма. Это площадь Конституции. Кстати, Синтагма в переводе с греческого на русский это Конституция. Это главная площадь Афин. Здесь можно погулять, а также можно посмотреть на Смену караула. Да, правильно, на смену караула. Зрелище интересное, необычное и немножечко смешное. Вот эти вот их помпончики.
Каждый час на площади перед парламентом происходит смена караула. Почетный караул у памятника неизвестному солдату несут эвзоны. Это солдаты президентской гвардии. В воскресенье в 11 часов это происходит с особым размахом. Перекрывается улица, играет оркестр. В парадной смене караула принимают участие 150 человек, то есть вся рота эвзонов. В воскресенье на смену караула мы не попали, поэтому покажем обычную. Кстати, в роту эвзонов может попасть далеко не каждый. Кандидат должен быть вынослив, красив и обладать ростом не ниже 187 сантиметров. Эвзон в переводе с греческого означает «хорошо подпоясанный». Сегодня эвзоны в основном несут церемониальную службу, но в прошлые времена в сражениях демонстрировали завидную стойкость и боевой дух. Эвзоны почетного караула носят традиционные, очень колоритные наряды. Войлочная шапка, шерстяные двойные чулки на каждой ноге и самая колоритная часть одежды – ботинки. Они называются царухи, весят в среднем по 4 килограмма каждый, и каждый подбит стальными гвоздями. А еще на ботинках есть помпоны. Когда-то эвзоны скрывали в них оружие, остро наточенные ножи, которыми могли неожиданно поразить противника. В такой тяжелой форме не то что ходить, стоять и то непросто. Поделитесь в комментариях, как вам смена караула по-гречески. Чтобы посмотреть Афины за 1,5 часа, можно воспользоваться услугой, как такой туристический двухэтажный автобус. Стоит 20 евро, действует 24 часа. Пожалуйста, сиди, отдыхай, пей водичку и наслаждайся городом. Мы просто уже устали ходить, очень жарко, мы все сгорели, ноги гудят. На площади Синтагма вы увидите вот такие яркие автобусы. Они ходят каждые 15-20 минут. Вам выдают карты, на которых есть маршруты, где указаны достопримечательности и расписание автобусов. Так что вы можете спокойно выйти из автобуса, погулять, пофотографироваться, посмотреть и обратно продолжить поездку. Есть аудиогид на разных языках, в том числе и на русском, который по ходу движения рассказывает о местах, возле которых проезжаешь. Про некоторые из них я вам вкратце расскажу. Это площадь Амония, самая старая площадь Афин. Днем туристическая достопримечательность, а ночью опасное место. Национальный археологический музей. Самый большой музей Греции. Здесь хранятся более 20 тысяч экспонатов различных эпох. А это первый университет не только Греции, но и Балканского полуострова. Интересно, что изначально для 52 студентов преподавало 33 профессора. Самый древний в мире стадион Панатинаикос. В 1896 году здесь впервые провели Олимпийские игры. Национальная библиотека. В коллекции больше 1 000 000 книг.
Тут хранятся несколько оригинальных изданий с первых дней существования печатного станка. Афинская академия наук – одна из старейших в Греции. Говорят, ее основал Платон. Вот и подошло к завершению наше видео. Афины запомнились нам как уютный город с небольшими зданиями, вкусной едой и очень добрыми людьми. А если вы досмотрели это видео до конца, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, пишите нам в комментарии, что вам понравилось, что не очень понравилось. И в целом свое впечатление, как вам Афины. С вами были Лаврики, Кало Савата Киряко. я Харам. Мы поехали дальше. Пока! Пока мы были в Греции, нас застала не очень хорошая погода. Были сильные ливни. И сейчас, когда мы едем уже обратно, нам приходит оповещение на телефон, что по той трассе, по которой мы едем, где-то недалеко, точнее, от той трассы, где мы едем, прорвало дамбу. И надо как-то объезжать. Вот мы сейчас наблюдаем эту картину как раз. Тут все в воде стоит. Все, дальше проезд походу закрыт. Что там случилось-то? Ага, дорогу затопило. Сейчас. В общем, нам надо было прямо проехать, но тут все затоплено. Какое-то одно сплошное веселье у нас по пути. Ну что, вот такие приключения у нас были по дороге обратно. Спасибо за просмотр и до скорой встречи!